Здравствуйте, меня зовут Петр Чайрев, компания Astron Buildings. Сегодня мы в Балашихе Московской области, в детской спортивной школе Олимпийского резерва «Метеор». Здесь были реализованы сразу два здания Astron в 2017 году. Это малый манеж, двускатное здание с односкатной пристройкой, где административная часть, и большой манеж с арочной кровлей. На этой арочной кровле применена мягкая кровельная мембрана, нетипичная для Astron. Мы встретимся с теми, кто эксплуатирует здание сейчас, и теми, кто стоял у истоков этого проекта. Мы спросим о том, а что бы они изменили, если бы вернулись назад, что им нравится в решениях, которые они сейчас имеют, и что бы они порекомендовали тем, кто собирается строить заново. Оставайтесь с нами, это интересно. Строить-то мы задумали в 2005 году, построить удалось в 2017 году. После 90-х годов в городском округе Балашиха осталось всего один стадион, на котором мы сидим. Раньше он назывался «Зенит», потом стал «Метеор». Мы начали планомерно набирать ребят. И вот после той экспериментальной команды, когда мы увидели, что все-таки футбол у нас в городе жив, нас захватила идея создания именно футбольного центра. Именно такого, который должен обладать международными стандартами. В наших погодных условиях без футбольных манежев футболу невозможно развиваться. Я столкнулся с такой вещью в Испании, маленький приморский городочек, и вот примерно такой же у них манеж. И я спрашиваю у них, а зачем вам-то манеж? У вас зимы здесь не бывает, у вас здесь все хорошо, тепло круглый год. И они с такими глазами мне говорят, да вы что? Говорят, а ветер с моря, а дождик пошел. Дети не смогут быть расслабленными, правильно принять мяч, правильно исполнять какие-то движения, какие-то задания тренера. И потом они мне сказали, вот у вас проблема в России с этим. Ну как в мороз 10 градусов ребенок может правильно выполнять движения на воздухе? Ребенок должен быть в комфортных условиях. Поэтому, говорю, когда у нас ветра, дожди, это не важно, весна, осень, лето, мы вводим туда детей. Когда мы смотрим футбол по телевизору, у них мяч прилипает, от наших мяч отскакивает. Это маленький манеж. Здесь занимаются маленькие ребята, маленькие футболисты. Свободный пролет этого здания 41 метр, высота 7,5. То есть вот так выглядит 41 метр свободного пролета. Само здание решено очень удачно. Остекление по фасаду достаточно для того, чтобы видеть, что происходит в здании, даже если нет электричества. Это безопасно и удобно. Здесь мы использовали внутренний водосток, конечно, существенно удобнее, чем наружный. Трубы в тепле, только надо чистить желоба и обогревать, и все, больше ничего делать не надо. Лучшее решение для стального здания. С пожарной безопасностью решен вопрос следующим образом. Все металлоконструкции обработаны огнезащитной краской, и материалы, подобранные при строительстве, также имеют степень огнезащиты. Отопление здесь сделано достаточно современное, то есть тепловой узел выполнен с узлами регулирования через теплообменники. Тоже можем сделать любую температуру здесь в зале. Это чаще требуют тренеры. Я много ездил по Европе, смотрел различные центры футбольные. И где-то в голове сложилась такая картинка, что мы можем здесь сделать. Именно проектировщик сидел, объяснял им, показывал. Большой манеж, это примерно взят он с Шальке 04, это команда в Германии, Гельзенкирхен. И по нашему отведенному участку мы просто другого ничего не могли построить. Вот это здание, в котором мы находимся, и маленький манеж, это как раз в Испании. А мы сейчас в большом зале. 45 метров свободного пролета. Арочная кровля создает большой дополнительный объем в центре. Стены сделаны типичный Astron, полистовая сборка. Здесь вы видите сэндвич-панели противопожарной перегородки, которая отделяет зал от зоны фойе и кафе. Но на будущее, если вы делаете арочную кровлю для такого большого здания, реально имеет смысл предусмотреть третий этаж в зоне кафе и фойе. Впечатлитесь объемом, это потрясающе. Снаружи у нас выбирал Николай Владимирович внешний вид здания, как они должны выглядеть.
строители ему пошли навстречу и выполнили в цветах клуба, каких он там, ну, бело-красный, вот любит эти цвета. И краска держится хорошо, то есть никаких нареканий нет. Именно проектировщики нам посоветовали фирму «Астрон». Нет, я много ездил на выставки, смотрел, разговаривал. Но когда столкнулся с фирмой «Астрон», по эксплуатационным значит, и гарантийным качествам, ну, это самая была вот для меня интересная фирма. Ну, плюс по цене, что немаловажно. Не устаю удивляться, как просто и изящно делаем балкон, ставим остекление, никто никому не мешает, можно наблюдать за полем, хоть родителям, хоть тренерам, хоть самим ребятам, которые смотрят на своих коллег, которые играют на поле. Здорово. Вот если сейчас все вспоминать, да, вот, именно «Астрон» – та организация, которой вообще не было претензий. Плюс даже в процессе, когда началась стройка, какие-то были нюансы, да, то есть они выполняли моментально все. То есть люди работали, ну, на совесть. Самое сложное во всем этом было убедить чиновников, что это нужно. Чиновников различного уровня. И когда пришло понимание, что это нужно, они сами включились в это. За 16 лет нашего существования на сегодняшний момент являемся лучшей футбольной школой Московской области муниципальных образований. Вот я сталкивался с хорошими стадионами, да, допустим, мелочей же не бывает. Вот хорошая трибуна, поле с подогревом, отличное освещение. Заходишь внутрь, раздевалки никакие. Нужно делать все сразу хорошо и комфортно. Очень приятно видеть, как молодые ребята занимаются в таких просторных, светлых и хороших зданиях «Астрон». Оставьте комментарий к этому видео, что бы я должен был еще спросить, или, может быть, сказать, или, может, уточнить у тех, кто эксплуатирует наше здание сейчас. Что вам было бы интересно? Ну, а мы пожелаем успеха футболистам!